Желание видеть в чем-то обычном, необычное – это первичное желание. Оно освобождает нас от возможности жить тоскливо. Это даже не возможность, а обязанность. Но только нам решать, как относиться к прошлому. Мне часто кажется, что в прошлом было нечто важное, нечто неуловимое, а оно точно так же и в настоящем, потому что все продолжается. Но проследить эту цепочку очень важно. И очень важно отдать себе отчет в том, что с тобой происходило, в том, что с тобой происходит. Многие называют это осознанностью, но это слово сейчас наполнилось совершенно неправильным постиндустриальным смыслом. Вряд ли можно назвать осознанностью желание убивать других, грабить их, обходить их. В преимуществах желание видеть лишь себя на пьедестале и не стараться ничего предложить человечеству и обществу в целом. И очень важно понять исходный пункт, проследить, что происходит с ним, потому что это самая дальняя точка от начала и до конца. Именно тогда началось самое важное. И только по прошествии лет можно сказать, что хорошо, а что плохо, что и как вообще. Вчера я прочитал притчу, которую прислал мне мой друг, и я увидел в ней отражение поисков человека, что есть жизнь, что есть смерть. Рождаясь, мы, конечно, материализуемся и соотносимся с неким всем. Уже нельзя сказать, что этот мир мог быть без нас. Он мог быть только с нами. Этот мир так красив и так печален только из-за того, что он с нами. Если бы мы могли представить себе мир без нас, это значило бы только, что мы могли бы зачеркнуть нас. Рождение – это момент истины, такой же, как и все моменты для человека, потому что для человека все моменты истинны. Каждый момент – это истина. И пока я ходил вокруг да около, пока я наблюдал все, что я мог наблюдать, находясь в стороне или будучи участником, я обнаружил, конечно же, некоторую странность. Странность этой красоты, странность этого ужаса
переплетение различных формаций, веры и неверы, красоты и уродства, жизни и смерти. Наверное, мне стоит отойти от этих размышлений и просто сказать так. Я родился 18 ноября 1989 года здесь, в городе Керчь, городе, который известен тем, что является одним из самых старых городов мира. Это город на востоке Крымского полуострова, который уже 26 веков является местом, где рождаются, живут и умирают люди. Моя разница с большинством состоит в том, что я думаю, что, конечно, большинство — это оседлые люди. Хотя я могу ошибаться. Когда бываешь в аэропорту, понимаешь, что люди вовсе не оседлые. Они ездят, путешествуют, они вынуждены работать в других местах, они вынуждены жить в других местах. Они уезжают из родных городов, вот так вот находятся то здесь, то там. Главное, чтобы были деньги, и можно было что-то купить себе, своей любимой маме, папе, бабушке, дочке. Что же такого в детстве для нас? Словно увидеть какие-то картинки, впечатления сразу, проникнуться мироощущением, захватиться в восторге всем, что впереди. Все хорошо, все на месте. Появилось что-то внезапное, по крайней мере, что было до того, трудно вспомнить. С 18 ноября 1989 года с 7 часов 50 минут для меня началась эпоха детства, эпоха натурального воссоединения с планетой. Я появился, чтобы дышать здесь, как и вы, как и все мы делаем это. Важным моментом было, конечно, появиться в Советском Союзе. Тогда это был еще Советский Союз, его последние дни. Последние дни совка, как его сейчас называют, были неизбежностью, потому что система себя не удержала. Тоталитарная система не удержала себя. Тоталитарная машина не смогла доказать свою состоятельность.
Гонка вооружений, холодная война, все было похерено, и внезапно раскололась огромная тоталитарная империя. Нельзя сказать, что в последние годы не было положительных изменений во всех сферах жизни этой страны. Культура, особенно неофициальная культура, испытывали резкий всплеск, резкий подъем. Когда я приезжаю в эти дни в Керчь, в колыбель, да, действительно колыбель, я могу только восхищаться тем, как хлестка жизнь старит все, и как она смывает любые пятна истории, любые поводы для гордости. Что для нас сейчас значат эти древние схватки македонских, Цезарей, Пугачевых, Наполеонов? Проходят столетия, и мы живем другими новостями, другой грязью. Все эти люди, которые запомнились в истории, все эти политики, грязные их делишки, все это смоет история, и мой фильм тоже она смоет. Но я делаю этот фильм, конечно, для друзей, потому что мои друзья — это те люди, с которыми я могу поделиться тем, что я чувствую, тем, что я вижу в жизни, тем, что нас объединяет. В 2014 году Крым стал Россией, и для меня этот шаг означал только лишь конец большой эпохи, конец моей юности. Но для начала я бы хотел поговорить о детстве. В детстве моя семья, мне кажется, жила очень бедно, и в 90-е очень трудно было состояться как человеку, если ты честных правил, если ты привык жить, как в Советском Союзе, честно, по совести, может быть так, как жило большинство. Хотя я, конечно, допускаю, что кому-то дано побольше, и не из всех детей вырастают добрые, доброчестивые, благородные люди. Но пока я рос, я стремился быть таким. Это было проблемой нравственности. Нравственность должна была стать для меня важнейшей чертой, как и для моих друзей,
как и для нас всех, потому что нравственность это вообще вера в то, что все может быть с счастливым каким-то решением, с счастливым укладом. Счастье – это когда знаешь, что ты поедешь на море, и будет лето, будет солнце. Когда ты знаешь, что все невзгоды уйдут, и будет праздник. Праздник в детстве был каждый день, и особенно праздником было узнавать нечто новое, увлекаться этим, увлекаться жизнью в целом. Быть счастливым ребенком очень просто. Не нужно постоянно требовать что-то от своих родителей. Важно только, чтобы они не мешали тебе мечтать, ковыряться со своими пластилинами, с бумажками, карандашами, с экспериментами. Потому что только эксперименты могут привести томительную фабулу к настоящему куражу. И даже сейчас, в эти дни, эти принципы управляют мной. Я рад приехать в Керчь, чтобы снова вспомнить, как все начиналось, как все было легко, просто и вместе с тем страшно. Было очень страшно. И в этих кадрах много страшного, много действительно страха, потому что люди, проживая сейчас, в эти дни в тоталитарной стране, в стране полного коллапса и несправедливости, и дискриминации, и оскорблений, и различных фальшивых лицемерных подложек, и различного хаоса и разрухи, тотального деградирования. В такой стране невозможно жить, будучи нетравмированным. Об этом мой тезис. Но мне это удалось. Мне удалось прочувствовать это, посмотреть на мир глазами ребенка, не становясь взрослым. Иногда моя камера содрогалась, и я понимал, что не получится хорошего фильма, не получится хорошего документа, получится какая-то каша. Но каша – это, тем не менее, тоже еда. И каша спасала от голода многих, и меня в том числе. Рисовая каша, гречневая каша, желательно с молоком. Керчь – это начало. Это город с потрясающей архаикой, и он полупустой. Точнее сказать, он пустой. И часто кажется, что когда видишь людей, кажется, что это театр, и просто это часть декораций.
потому что все застыло, и в этом всем очень мало энтузиазма, в этом мало сейчас настоящего. Дело ведь не в том, чтобы жить в богатой истории города и только лишь этим. Новые дни требуют новых решений, нового подхода, новых лиц, новых героев. И очень важно жить новым. Нравственность не должна оставаться в прошлом. Она должна сосредоточиться здесь и сейчас. Детские площадки, полупустые или пустые, ждут новых расследований природы. Это маленькие обсерватории, в которых рождаются мысли. Город не должен умереть, он обязан набрать новые обороты. И, конечно, главным атрибутом в возрождении должна стать культура. Я уверен, что социализм – это лучшее, что может коснуться каждого, кто родился на планете. И, конечно, должна быть справедливость. К счастью, все могло быть, конечно, еще хуже и драматичнее. И огромное человеческое спасибо тем людям, которые делают этот мир ярким, которые не дают серым краскам, черным, белым, монохромным краскам семантически перерасти в символику этого времени. Нельзя сказать, что в тоске и в скуке нет прелести. Это самые прелестные по своей красоте глубины. Очень часто мне снится новая Керчь, счастливая Керчь. И очень часто мне снится Керчь, в которой нет никого и нет ничего. А есть только нелепая орда и смута. Мы живем в 21 веке, и наша задача наполнить сейчас культурой пространство, сделать жизнь каждого человека осмысленной и осознанной, разбудить сознание людей, высказаться. Каждый должен иметь право высказаться. Может, потому что я родился в эпоху гласности, и у меня сейчас такие настроения, я нахожусь в экзальтации, я делаю фильм, который кто-то, может, увидит. Но мое
личное счастье находится в плоскости счастья человечества. И мне действительно горько видеть руины каждый раз, как я приезжаю домой. Это мой дом, это моя земля, я крымчанин. Кто из вас еще хочет побаловаться в этой жизни? Посвятить ее пустоте. Порадовать себя разными безделушками, в которых зато не разочаруешься. Потому что они изначально были пустыми и ничего за собой не держали. Не знаю, я часто вспоминаю некие личные истории, мои личные ошибки. Конечно, они начались в отрочестве, не могло быть иначе, потому что отрочество это школа, это действительно, это уже не детсад. В детском саду как-то меня обрили родители, коротко постригли, и да, у меня был лучший друг в детстве, его так и звали, Витя. Ну, в общем, Витя в отрочестве из огромного друга превратился в очень странного персонажа. Он мучил меня. Я его, наверное, тоже мучил. Мы мучили друг друга, так вот друзья могут не доверять друг другу. В детском саду, да, я не договорил. Все комплексы, конечно, несут себя в отрочестве. В детстве обновляемость психики, она регулярна. То есть ребенок, он может преодолеть любую сложность, любую трудность. Как Маугли, он не опешил от джунглей тотально. То, что возле него пантера, медведь, или там слон, или орангутан. Он приспособился к этим условиям, так и ребенок, он приспосабливается к любой обстановке. Но отрок, подросток, да, прочитавший вагон романтических книг, он, конечно, обречен в каком-то смысле, тем более в такой среде, в таких условиях обитания. Если, конечно, он будет отключаться и не будет глобально думать, как, собственно, тоталитарная машина и учит нас делать. Она учит, да, ставить конкретные маленькие цели, закончить семестр, выполнить план, сдать, там, получить оценки, получить аттестат и работать всю жизнь. Вот об этом, собственно, система, о том, что ты винтик, о том, что ты должен хорошенько поработать на нее. Иначе как объяснить вот эту насаждаемую фабулу тоже о том, что человек после себя обязан оставить своей родине потомство. Это будущее россияне, это будущее англичане, будущие американцы. Мне все время в этом плане Цой вспоминается, который говорит, человек живет на планете, а не в государстве.
И границ не должно быть. Не должно быть какого-то насилия, каких-то... Земля огромная, всем места хватает. У меня ни разу не было такой мысли, что кто-то у меня забрал много места или там еще что-то. Когда я жил в общежитии в Киеве, я, конечно, мечтал о том, что буду жить иначе, но в этом было все равно много веселья. В этом плане вся капризность, привередливость, какая-то надуманность и все терзания души, связанные все комплексы, все это возникает, конечно, в отрочестве, все недовольство системой, все недовольство руинами, да? То есть это конкретно такой протест против того, что творится. Недостроенный мост. Это должен был быть достроенный мост, но из-за непредусмотренных в проекте грязевых вулканов впереди его не достроили. И это место стало неким ритуальным, святым таким местом для меня. Я приезжаю каждый раз на этот мост возле Нижнего Солнечного и гуляю по нему. Сюда в разные годы приходила молодежь. Здесь можно гулять, ходить и курить, пить. Здесь можно веселиться. Это такая уникальная постройка, уникальная руина, которая, само собой, символична, и она является образом недостроенного социализма, недостроенного успеха. Что интересно, сейчас строится новый успех. Тоже возле Нижнего Солнечного, тоже с другой стороны. И люди проживают достаточно долгую жизнь, и за это время у них меняются их убеждения не раз. Вначале они считают, что, допустим, нужно делать так, потом нужно делать эдак, потом нужно доверять уже тому, что есть, потому что впереди гроб и крест. И мне кажется, что людей, конечно, не научили мыслить свободно, и их закупорили, заставили поверить в то, что над всем крест, да, то есть можно очень долго ходить по городу и пытаться разобраться, почему у меня такая семья, почему я такой, почему все так, почему в воздухе не висит этого рецепта от руин. Это некоторые метафизические руины. Обязательно здание не с окнами, допустим, а с зияющими дырами. Обязательно не оборудованное помещение с мебелью, облицовкой, а просто выпотрошенный, разломанный, с битыми кирпичами и кусками арматуры, штукатурки, разрисованный в граффити недострой. Красные бордюры Керчи, как Сан-Франциско. Когда поднимаешься на Митридат и смотришь на город, то видишь выжженную солнцем землю,
выжженную степь, в которую погружен город. Очень много несчастных судеб. Вот там, чуть дальше от того места, где сейчас была камера, там, вот сейчас она вернется туда немножко. Да, вот она сейчас поворачивается, и вот там, вот в узком проливе погиб мой брат двоюродный, 25 лет. Он просто пил с друзьями спиртное и наткнулся на что-то на дне, и больше всего. И друзья даже не сказали родителям, они было по барабану, они боялись, было страшно. Керчь — это город руин, да. Но это мой любимый город. Это город детства, да, как у Эдиты Пьеха была такая песня. А вот как раз я снимаю мой дом вот слева. Вот это мой подъезд, там же мы стали жить позже. Ну, я не могу сказать, что все однозначно плохо, и, конечно, в Керчи все всегда будет хорошо. Просто потому что это солнечный город. Когда в нем идет дождь, это тоже очень красиво. Когда в нем ветер, зима, этот бешеный ветер с Азовского моря, с севера, северо-востока, эти волны на набережной, эти шатающиеся деревья, все в контрапункте с тем, что внутри. Потому что море успокаивает душу. Ты когда смотришь на море, ты проживаешь мудрость. Море может успокоить любые чаяния, и поэтому моряки такие спокойные, они не, ну, за исключением некоторых, кого уже и море бесит. Я очень надеюсь, что, конечно, в ближайшие годы что-то сделают с этой набережной, и наверняка ведь отсюда открывается такой вид на этот мост. Мой двор. Вот видите, собственно, какие тут творятся дела. А это моя школа, гимназия. Во время войны здесь танки внутри стояли. Немцы, конечно, я думаю, даже не знаю, как бы сложилась история, если бы немцы захватили нашу страну. Этот город, все бы говорили, наверное, по-немецки. Я снова на мосту, и я изучаю осколки прошлого, битые стекла, мамины советы. А вот там вот, чуть вдали, телецентр, верхний солнечный, мой палец, который влез в объектив, и солнце. Это дорога туда, вверх, Варшинцево, дорога на юг, дорога на городской пляж, дорога в другую часть города, которая так отдалена, и там очень много надежд и очень много веры в то, что жизнь моя была не зря. Потому что мои окна вот всегда они выходили на этот телецентр, и я всегда смотрел туда, куда-то вдаль, и думал, вот. Очень
Тяжело дышу, перевожу дыхание, бегу по этой лестнице вверх, чтобы заснять еще и еще. Мне ничего не остается, как констатировать упадок, некий декаданс. И если говорить о событиях столетней давности, перед революцией, допустим, то вот столетие революции и вот результаты революции, результаты того, как что-то не получилось. Зато вот стоят церкви, как и прежде. Древние, красивые. Это Иоанна Предтечи. Он 12 или 14 век. Бог его знает. Мне кажется, действительно, все обряды несут в себе некую нагрузку. Это не просто так в пустоту. Это, конечно, помогает людям, как и таблетки плацебо. И школа, общеобразовательная школа для детей, это тоже в своем смысле храм знаний, храм отношения, храм, в котором закладываются основы для ребенка. И мне посчастливилось разломать все основы, потому что я ушел от всех парадигм и вышел просто понаблюдать за всем. Я наблюдаю за своей жизнью, наблюдаю за жизнью пространства, которое вокруг меня, и делаю просто выводы. Сегодня пока еще все спокойно, нет войны. Ну, точнее, война, она перенеслась в такое русло. Война ведь это конфликт между богатыми и бедными, в силу того, что богатые не хотят думать о бедных, наверное. Это Нижний Солнечный, о нем мой другой фильм. Я всегда посещаю Нижний Солнечный, и я могу здесь ходить часами, даже в самые холодные времена года. Меня посещают самые приятные чувства. Я гуляю по месту, где прошло мое детство. Может быть, этот фильм покажется очень нудным, но разве может быть нудным документ истории, документ эпохи без времени, тем более? Может быть, когда-то пройдут года, и люди будут думать, что все-таки произошло большое счастье, и удалось избавиться от всех границ, удалось сделать на Земле, ну, скажем так, действительно, я не буду вникать в подробности, как это делать, но ответ кроется в 60-х для меня, в исследованиях ученых, связанных с потреблением разных веществ. Мою жизнь это поменяло навсегда. Я никогда не полезу ни с кем в драку и не буду пытаться кого-то убедить в чем-то. В этом и есть моя наука.
в том, что каждый решает для себя, что ему ближе. Но однозначно, когда видишь зло и в таких порциях, то понимаешь, что с коррупцией, со всем этим нужно что-то делать, и нужно срочно спасать Родину. Срочно. И делать это очень остро, делать это очень честно. И единственная, мне кажется, цель жизни – это посвящение ее тем ценностям, которые для тебя важны. Все мои родственники, дальние родственники, поколения тех, кто были до меня, из них очень много было казаков. По отцу это были враги народа, которых раскулачили, там, за какие-то оплошности сослали в Казахстан. По матери тоже они уезжали, в общем-то, из Орловской губернии, из России. Они были в бегах, я так понимаю, ничего там не известно, все шито-крыто и непонятно. Но одно точно можно сказать, что у нас, у всех, у граждан бывшего Советского Союза за душой очень немало травм. И мы должны разобраться с этим. Ближайшие поколения должны знать, что происходило, что делалось, кому было плохо, кому было хорошо, и насколько хорошо ему было, и что бы ему было за это. Юность – это, конечно, бальзам на душу. Ты уже понимаешь, что ты вырос. Уже тело твое не будет дальше расти. Да, будет расти только борода, усы, меняться, грубеть лицо, может вырастет живот, может быть. Но это уже потом. Тут все зависит от того, как ты эту юность проведешь и куда ты ее направишь. Я направил свою жизнь в искусство, в какие-то такие иллюзорные материи достаточно. Да, достаточно, наверное, я извиняюсь за косноязычие, достаточно посмотреть этот фильм, чтобы понять, что я не жалею времени, чтобы ходить это снимать, и для меня очень важен этот фильм. Это, наверное, самый важный фильм в моей жизни, потому что здесь я говорю о том, что происходило внутри меня всегда, вместе с солнцем, вместе с деревьями, вместе с Керчью, вместе с морем, по которому я очень скучаю. Если бы не вся эта государственная тюрьма и не все эти препоны и понты от них, я бы, наверное, до сих пор жил в Керчи, и это был бы успешный город со многими музеями, с постоянными фестивалями, концертами. Я клянусь, я бы выступал, и я был, есть и остаюсь керчанином, несмотря на мое московское настоящее, несмотря на то, что я здесь. И я люблю Крым, люблю всех людей, которые вынуждены были появиться или должны были прийти в этот мир.
Но я смертен, и, конечно, закончится этот этап, будет новый этап, будут новые кадры, или эта энергия не преобразуется в никуда, и просто останется вылитой водой, каплей в море, да? Неважно, это абсолютно. Главное, та энергетика, тот заряд, который остается в душе. Когда ты видишь добро, когда ты видишь красоту, когда ты видишь нежность, когда ты видишь нравственность, когда ты чувствуешь судьбу, формат эпохи, ее контекст, когда ты видишь качественные преобразования, когда ты воспроизводишь это, и возникают эти вопросы, как снимать, как смотреть, как сказать, как понять. Я просто бродяга. Моя юность — это покрывало из лоскутов, которое было сожжено. И вся моя жизнь — это просто сгоревшее тело, сгоревшее, наполненное смыслом книжка, которую уже больше никто не прочитает. Потому что сейчас такое время, и все ценное и неценное, оно имеет свои 15 минут. У меня тут чуть больше, порядка часа. Может быть, вы будете смотреть это и думать, что я совсем спятил, или что мне больше нечего делать, что я ерундой какой-то страдаю. Но я переживу уж как-нибудь это, как и все творческие неудачи. Потому что я горжусь этими творческими неудачами. Это для кого-то они неудачи. Для меня это самый настоящий успех. Моя маленькая победа. Машинка счастья такая. Потому что мы должны иногда высказаться, и все уходит куда-то, все убегает. Нельзя больше допустить этого. Нужно попробовать схватить за хвост бесконечность, да, и снять об этом кино. Я могу только поблагодарить всех, кого встретил в жизни. Я ненавидел, я был грязен тоже, был неправ много где, и я раскаиваюсь в этом. Но не вижу смысла паниковать, и не вижу смысла не сводить жизнь до рутины. Я вижу в этом радость жизни, в том, что что-то делать и как-то самовыражаться. Я научился этому еще в детстве, пронес это через школьные годы, когда самовыражаться было очень трудно. Как, например, однажды мой отец приехал из рейса, и у меня была густая кучерявая шевелюра, и он просто сказал, что сейчас ее сострижет. Я, естественно, этого не хотел, но все вышло достаточно строго. По-моему, у Нирваны есть песня такая же. I was shaved, I was shaved, I was shamed. Вот точно так же. Или там у меня была
комнате такая стена почета с Моррисоном, с Игги Попом, с Достоевским, с какими-то моими вдохновителями, те, кто помог. Те, кто помог дальше вывозить этот весь беспредел. Но приезжает с рейса Ботельник, и даже просто я вот однажды прихожу со школы домой, и эта стенка полностью пустая. Нет, так не пойдет. Я буду дальше до конца идти. Я буду дальше заниматься этим, и я буду дальше методично писать музыку, снимать кино, говорить не то, что я хочу, то, что думаю. Я буду отстаивать свои ценности, и пускай я лучше буду инкогнито, и пускай это будет негласно, и это будет для избранного какого-то человека, для избранного какого-то момента. Пускай каждый себя почувствует избранным, в конце концов. Почему должна быть вот эта серая линейка из жителей, граждан? Каждый должен чем-то отличаться и быть в понимании того, что он уникален. Это Нижнесолнечный, мой детский сад «Дельфин». Здесь я восторгался первыми приливами жизненного моря. Я очень хорошо помню некоторые моменты, например, то, что я никогда не спал, и всегда, если был тихий час, я не знаю, я думал о чем-то, мне кажется, я думал, да. Мне не нужно было спать днем. Некогда было спать. Может быть, было страшно даже спать, я не знаю, но вокруг были эти же поля. Это было 20 лет, 25 лет назад. Да, вот 20-25. В 2017-м это просто руина. Это просто охранник, который ходит каждый день и смотрит, кто залезет на крышу и кто попытается разбить стекло. А там где-то вдалеке дачи, и это тоже заброшенные в основном дачи. Люди могут выращивать помидоры, потому что они стоят теперь по 250 рублей за килограмм. Чтобы сделать салат, миску салата, нужно порядка 500 рублей. Большую миску на семью салата с огурцами, помидорами. При том, что пенсия 7000. Поэтому они выращивают свои овощи. А это вот фрагмент забора детского сада. Но в детстве вот я помню еще те вибрации, потому что вот с Горбачевым все-таки наступали эти счастливые какие-то наработки. И все должно было словно получиться, потому что... Нет, я не хочу кого-то выставлять в каком-то свете, говорить там вот этот виноват, а этот молодец. Но согласитесь со мной, историю делают люди. Историю не делают какие-то, не знаю, какие-то природные катаклизмы.
О них забывают точно так же, как о культуре. Кто помнит последнее там землетрясение или последний потоп, последний конец света? Кто помнит последний апокалипсис? Никто этого не помнит. Но значит все окей. Ветер шумит. Мне постоянно хочется поверить в какое-то светлое начало. Когда я сейчас смотрю в интернете какие-то видео, какие-то часто политические видео, я вижу, что люди просыпаются, я вижу, что людям не безразлично, как же будет все дальше. И как можно иначе вот родить ребенка в этих руинах? Как можно думать об этом вообще? Жизнь в каком-то концлагере просто. И это Родина, это действительно Родина, это то, за что больно, за то, что хочется изменить, поменять, помочь, я не знаю. Хочется, наконец, сказать слово в защиту всего этого, территории этого детства. Защита детства, то есть я, когда вижу покосившиеся заборы, мне становится очень грустно, я не знаю, покосившийся забор. Недолго думал о том еще, как назвать этот фильм, ведь идея этого фильма появилась у меня, естественно, уже в поздней юности, и сейчас я уже взрослый человек, что-то увидевший, и я терпеть не могу этих сволочей все-таки, которые закрепостили людям мозги, и которые заставляют людей жить по стандартам. Когда я вижу природу, когда я вижу эти солнечные поля, эту траву, выгоревшую от солнца, зимнюю, это зима в Крыму сейчас, вот это зима. И я вижу, что вся эта красота, конечно, обновится, и наступят другие времена для других уже описаний, для других коннотаций. Но я все равно приеду еще и еще, и я буду навещать, даже когда умру, я буду навещать эти места и смотреть за всем, как призрак. Потому что такое ощущение, что всему свое время, и наступит время рассвета, как было время упадка, а земля такая мягкая, и хочется ходить по ней босиком. Все-таки наша действительность очень замораживает нас, и
Расщекотать нас может только чувственность. А чувственность может возникнуть только из сочувствия, из рефлекса такого, то, что ты будто понимаешь, что так дальше нельзя жить. Вот все, уже так не получится дальше. Уже нужно по-другому. Нужно пережить, оставить теперь уже сзади эти все дела и целиком, полностью, всем поколениям людей взять водопровод, просто зафигачить лизергина и прочистить мозги всем просто. Потому что это страшно, это нереально. Он что творится в Калимантане, Борнео, Индонезия, как их этих орангутангов просто не дают им жить. Вырубают джунгли. И эти добрые существа, которые в своей жизни муху не обидят, которые спят на деревьях, которые поедают листву, они просто вынуждены умирать. Существуют еще и браконьеры, которые пригоняют туда и хватают младенцев, маленьких детей, чтобы порадовать каких-то покупателей изысканной зверушкой. Нет, с этим надо заканчивать. И 60-е годы почти справились со всеми проблемами, почти, но не везде. Кое-где еще слишком много зла и злости, и ненависти, и вражды, и желания дальше спекулировать этими ценностями, ненавистью. Но этому всему настанет труба. Впереди, как бы ни хотели все эти сволочи, все равно настанет время рассвета культуры, рассвета осознания и понимания, как жить так, чтобы все свою душу в этой жизни оставили в возвышенной формации. Да, без ошибок нет пути. Пускай ошибаются дети, юноши, отроки, но пускай дальше, в дальнейшем, так. Каждый делает то, что хочет. И пускай не будет бедных и богатых. Вот и все. Не будет людей, которые будут спекулировать своим богатством, которые будут порабощать остальных, работать на них. Все ради чего-то одного, а не ради кого-то. Итак, мы с вами продолжаем свое путешествие. А это путешествие, маленькое путешествие, подходит к завершению. И сейчас я просто прочту отрывок моего романа. Мы легли на землю, дышим, нам простили все. Нас простили и отпустили. Очередное собрание не касается нас. Нам вообще по барабану. Нет. Нужно просто понять, что происходит нечто. Смуглые лица, бледные, но все это лица, установившие что-то вроде дерьмовой акции по расширению влияния. Кто хочет спать? Я. Ну так и спи.
Удивительное в том, что я уже все понял, но при этом я не понял ничего. Большое воодушевление от родных мест. Я так рад, что все кончается, ничего нет бесконечного. Бесконечность человеческая, как иголка в старом небе. Мне не хочется пытаться.